Дроны ВСУ атаковали Чечню. Облава на призывников в Петербурге. Россию ждет рекордная потеря урожая. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь, поехали. Беспилотники ВСУ снова прилетели в Чечню. Сегодня дрон ударил по казарме элитного полка спецназа имени Ахмата Кадырова. По предварительным данным, пострадавших нет. В аэропорту Грозного вводили план «Ковер», там не принимали и не отправляли самолеты. Еще 3 дрона в 6 утра атаковали военный аэродром Дягилево в Рязанской области. Произошло 3 взрыва с разницей в несколько минут. Губернатор области заявил, что над регионом сбиты 3 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Всего по заявлению Минобороны за ночь над регионами России сбили 35 дронов. В сводке фигурируют Курская, Брянская, Белгородская и Калужская области, Краснодарский край, а также Рязанская, Ростовская и Астраханская области. Аэродром Дягилево уже становился целью удара ВСУ 2 года назад, в декабре 22-го, а затем летом текущего года. Атака на Грозный тоже не первая. В конце октября Кадыров заявлял об ударе по университету спецназа в Гудермесе. Еще одна военная тема, за которую российское командование критикуют даже Z-блогеры. На фронте идут облавы на частные и волонтерские машины на гражданских номерах, которые используются российскими военными. Эти машины нужны, чтобы доставлять все необходимое на передовую. В условиях, когда вся территория контролируется дронами противника, только такие авто могут участвовать в снабжении с меньшими потерями. С весны прошлого года российское командование пытается запретить использование частных автомобилей, объясняя эти меры тем, что солдаты ездят на машинах за выпивкой и вообще происходит слишком много ДТП с их участием. Передача гражданских авто на баланс частей из-за бюрократии занимает до 9 месяцев. В итоге, пишет канал «Можем объяснить», на фронте в снабжении начинают участвовать уже велосипеды. И продолжая военную тему, в российском плену погиб мэр украинского города Днепропрудной Запорожской области Евгений Матвеев. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Он рассказал, что тело Евгения Матвеева вернули в Украину во время последнего обмена. Российские военные захватили Днепропрудное в первые дни полномасштабной войны. В середине марта 22 года Матвееву сообщили, что солдаты задержали автобус с работниками железнорудного комбината. Он выехал разбираться, рабочих отпустили, его самого забрали. Евгений Матвеев провел в плену 2 года и 8 месяцев. Издевательства и смерти – рядовая ситуация и в общении российского командования с подчиненными. В суд в Ростове-на-Дону поступили дела об убийствах и пытках минимум 7 российских военных их командирами. Речь идет о служащих из 6-й мотострелковой дивизии, пишет издание «Кавказ. Реалии». Журналисты отмечают, что это первое в России известное дело о расстреле военных их командирами. О пытках и массовых расправах особенно часто заговорили с начала мобилизации, когда солдаты записывали видео с фронта об угрозах и преступлениях командиров. Племянница Путина и замглавы Минобороны Анна Цивилева проговорилась о числе обращений о пропавших без вести на войне. В сети появилось видео с круглого стола в Госдуме от 26 ноября. Читатель телеграм-канала «Астра» записал прямую трансляцию, на которой чиновница рассказала о 48 тысячах обращений о пропавших без вести на войне россиянах. Эти 48 тысяч не признаны погибшими официально. Глава Думского комитета по обороне Картополов на том же заседании призвал не опубличивать эти цифры. Она цифры называла, в том числе без вести отсутствующих. Я бдительно прошу, этими цифрами нигде не фигурирует. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. И вот когда будем документы составлять, это тоже... Также на этом круглом столе выяснилось, что замминистра обороны Цивилева не в курсе об участии российских призывников в боевых действиях. По поводу призывников, чтобы наделить статусом ветерана боевых действий, они что, ввели боевые действия? Да, в Курске. Запись трансляции так и не опубликовали на сайте Госдумы. К слову, о призывниках, попавших на войну, сегодня стало известно о гибели еще одного срочника. Это 18-летний Данил Сатлаев из Горно-Алтайска. Его призвали в армию этой осенью, а 17 октября он оказался на войне, где и погиб в ноябре. Об этом сообщил журналист Дмитрий Кобзев. Облава на призывников в петербургском метро. Сегодня утром на станции метро Новочеркасская полиция и Росгвардия выборочно останавливали молодых людей. Некоторых доставляли в военкомат, где выдавали повестки. Власти называют это плановым рейдом по поиску уклонистов в рамках осеннего призыва.
Прогулочный вертолет жестко сел в Приморье. Чудом никто не пострадал. 1 декабря вертолет «Робинзон» с 3 пассажирами и пилотом совершил жесткую посадку в Артеме. Об этом стало известно только сегодня. Экскурсия стоила около 50 тысяч рублей с человека и проходила над мостами Владивостока. У вертолета повредились винты, хвостовая балка и шасси, а хвост полностью отвалился. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности. России грозит рекордная за десятилетие потеря урожая озимых. Об этом сообщает аналитический центр «Прозерно» со ссылкой на данные Гидрометцентра. Из-за летней засухи сейчас в хорошем состоянии находится лишь треть посевов. Это наименьший размер хороших посевов перед началом зимы за последние 23 года, говорят аналитики. Катастрофическую ситуацию с посевом еще осенью признали федеральные власти. Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лот буквально призвала молиться о дожде и урожае. Цитата. «Сеем просто песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю». Россияне все меньше доверяют наличным. Доля таких сбережений упала до исторического минимума и составляет теперь всего 15%. Это минимум за последние 6 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка России. Зампред Государственного банка ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличности в сбережениях россиян достигла минимума за все время публикации таких данных с 2018 года. В ВТБ это объясняет ростом ставок по депозитам. А процентные ставки по вкладам, как и по кредитам, растут на фоне повышения ключевой ставки Центробанка. И сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что она вновь будет повышена в декабре. Хотя эта цитата не предопределено. В ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет» Набиуллина заявила, что в стране появился новый проинфляционный фактор – валютный курс. К тому же и рост цен остается высоким, признает она. Инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год. Центробанк сейчас прогнозирует инфляцию 8-8,5% по итогам года. При этом Набиуллина сравнила ее с высоким пульсом во время бега. Это, знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию. В короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Или, как мы иногда говорим, инфляция – это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней. А министр финансов России Антон Силуанов сегодня назвал высокую ключевую ставку затратной для бюджета страны. При этом он признал, что она необходима. Вообще, по словам Силуанова, в этом году бюджет столкнулся с рядом сложностей, включая военные расходы, обслуживание госдолга и рост расходов по субсидированным программам. При этом министр кажется полон оптимизма. Можно сказать, большими и непростыми, как сказать, задачами и сложностями столкнулись. Тем не менее, бюджет, не знаю, Эльвира Себзадзе подтвердит, бюджет неплохой получился. Главное теперь исполнить. Уверен, что так и будет. Приехал на форум ВТБ и Владимир Путин. Он выступил со стандартным набором заклинаний по экономической теме. В России рекордный уровень безработицы. Странам Запада не удалось нанести стратегическое поражение в экономической сфере. А еще ВВП страны вырос в январе-октябре более чем на 4%. Говорил Путин и об инфляции. Он сообщил, что она, цитата, на достаточно высоком уровне. Поэтому необходимо с умом использовать все инструменты борьбы с инфляцией, не допуская перегибов. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите другие видео, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы дублируем все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя. Пока-пока.